Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Итак, ну что, дождались до двойного режима. У нас, если что, ранг король 1 и король 2, и сегодня я с топ не 1. Привет, топ не 1. Привет, привет. Что, я планирую рыцарей собрать. Попробуем рыцарей драконов с новым ДК. Ну как с новым? Старым Поехали. ДК, но в новом патче. Старым ДК в новой внешке Да. и в новом патче. Так, ну давай, чтобы я полностью эфир не засорял, расскажи, какие тут плюсы-минусы в двойном режиме, вот как мы понаблюдали с тобой вместе. Что ты думаешь, какие Все плюсы? достаточно быстренько, динамичненько. И нету реликвий. Это даже сложно сказать, это плюс или минус. Конечно. Но, в принципе, мне нравится без них. Вполне себе. Мне тоже, в принципе, без реликвий нравится, потому что ты не так сильно зависишь от этих реликвий и все такое. Вот, и мне нравится с предметами то, что ты можешь очень быстро предметы понаходить. Это прям, не Это знаю, тоже, да, потому что топчик. их много. Ну и по минусам сразу скажи, Для что них людей. думаешь. Минусы очень, ладно, не очень, немножко бесит, что рапира не выпадает. Это самое такое неприятное. И, в принципе, есть парочка интересных билдов, которые очень сложно контрить, если они хорошо собираются. Ну давай приведи пример как раз. Вот мы с тобой пробовали Алхима под духами-чернокнижниками. Если все пришло, то очень трудно с ним. Ну и, естественно, всякие антимаги под троллями. Ну, антимаг это дефолт, антимаг это жиза, поэтому за антимага мы Да. даже тут не говорим. О, Хускар тебе пришел, отлично, поехали. Как пришел, да. У меня есть Мне тролль-жрец, могу закинуть тебе его. Не, пока не надо, пока Пока пусть не так надо, стоит. да. Так, ну раз мы планируем через ДК... О, на тебе клевер, может пандочка упадет. Наверное. Будем верить. Вот, в двойном режиме мне еще не нравится то, что очень часто куча багов есть. В плане того, что ты вот, допустим, когда меняешь точнее, смотришь на союзника доску, иногда туда-сюда прыгаешь, то может забагаться интерфейс, и ты не можешь ничего кликать на своем столе. Также мне не нравится, когда ты меняешь персонажей вот из расширенного пула, когда перекидываешь своему союзнику вот этих двух героев, то иногда они тоже багаются, и ты не можешь взять его. То есть тебе надо именно через фигуру брать, и тут вот поделиться есть отмена разделения, поделиться и тому подобное. Тоже так бесит. Но еще меня бесит то, что, скорее всего, из-за того, что здесь нет реликвий, это просто разработчики забили на этот режим. Вот у меня есть такое вот прям впечатление, потому что почему не падают предметы на 20-м раунде, к примеру, да? Почему не падают предметы на каком там, на 25-м, по-моему, еще? Не, на 25-м падают. А, на Что как надо 25-м падают. Полезный предмет ты мне скинул, конечно. Лучше, чем ничего. В принципе, да. Так, ну если что, есть некоторые фоновые шумы, я надеюсь, они никому не помешают. По крайней мере, мне они не мешают, потому что я полностью концентрирован на игре. Там уже у Будем молодых... надеяться, да. Там уже у молодых Дарксир. И вот, кстати, я хотел сказать по поводу алхимика и духов, но я думаю, что в этом патче алхимики и духи не так будут играть, то есть 6 чернокнижников, 6 духов. Почему? Это потому, что духи ж наносят чистый урон, а раньше алхимик жестко отхиливался чисто из-за того, что наносился огромный кусок урона чистого. Сейчас так, я думаю, работать уже не будет. Что скажешь на этот счет? Ну, будет сложнее, но я не думаю, что это прям очень сильно как-то повлияет. Вот, кстати, давай поговорим по поводу нового патча. Что скажешь за новый патч? Хороший. Мне понравился. Что тебе больше всего понравилось в новом патче? А, Этот... Ну, во-первых, новый герой сразу. Прям кайфовый был. Мне зашел. И предметик, который убрали. Это очищающая сфера. Слишком Да, сильный его предмет получился. все еще пока не вернули. И переработка мне понравилась охотников. Теперь физический урон там вместо магического на 9 охотников. Приятно. Да, потому что оно как-то, ну, нелогично смотрелось, что у тебя было 50 магического. Ну да, когда у тебя эти охотники. Что, кстати, скажешь по поводу нового героя? Насколько он слишком сильный, насколько он не слишком сильный? Кстати, минус броню ты дал. Хотел сказать, кому ты минус броню отдал. Панде, естественно, и Хусику.
Оно и там все есть, все хорошо. Так, я, если что, немного в уровень вышел, потому что у Хускара есть гномья брошка, а у меня как раз снайпер пришел. Хорошо. Драконов я не буду особо собирать пока что. По поводу нового да, героя, что кстати, ага. скажешь? Слишком сильный герой или нет? Потому что многие пишут в комментариях, что Слишком сильный, его бы поднерфить немножко. Скорость этого каста обилки. в плане скорость каста обилки. Имеешь в виду, как Ну, у... в плане вот, когда он щит вешает, чтобы он не так часто дамажил. И Ну, тогда будет как будто бы хорошо. ну, либо перенести его в третий тир еще как вариант. Будет намного Ну, сложнее либо да, собрать. либо так тоже можно. Потому что герой по факту, ну, очень сильный. На первых уровнях так тем более. На первых уровнях этот дядя наносит так много Да, нет урона. какого-нибудь человека, вот Сэмка есть еще прекрасно. А что, у тебя есть 2 человека? А Кунка О, пришел, да. давай сюда эту кунку. Сюда Даю. эту окаянную прикормку. Лину дай мне. Или даю. Так, предметы. Предметы к Кунку, хорошо. Я, кстати, так протупил, что я аж мехов убрал. Затрынделся. В самом деле, вот когда играешь в двойной режим, можно очень быстро потерять концентрацию. Ты иногда можешь сосредоточен быть не на том, что надо, и можно очень быстро потерять концентрацию. Особенно, когда кто-то вылетает, и ты начинаешь там предметы Да, и перекидывать ты еще туда-сюда. за двоих начинаешь играть. Но, кстати, это тоже прикольный момент, что когда чел вылетает из игры, ты можешь, в принципе, в одиночку доиграть этот режим. Но Да, очень это хорошо. сложно. Да, слишком много всего надо делать одновременно. Еще и на 2 столах сразу. А если оно еще и багуется? Особенно если... Да, и особенно если это был не... Если был какой-то рандом, ты с рандом, когда он то, что ты. Это еще втройне сложнее будет. Это да. У меня, кстати, если что, есть Тинкер в 2 звезды. Могу вместо вот этого, Вместо цемки дай. вместо ЦМки сюда, Да, сюда. я свою нашел. А что ты там? Ты мне хоть что-то по усилению дашь сегодня? Или это так, чисто, ну, посмотреть? Я Кунку и Лину даю, что тебе не нравится, баф людей. Давай их 2 Ему звезды еще тогда. мало. То уже сильно много ты хочешь. Ну, надо удочку закидывать как можно дальше, а то, что уже вытянешь, то вытянешь. Кстати, как тебе вот этот новый предмет, который дает броню? Стальной щит. Слишком много ему надо условий соблюсти, чтобы он нормально работал. Согласен. Я как-то, короче, сыграл на воинах игру и взял вот этот вот стальной щит. Боже, чтоб ты понимал, у Ни меня одной брони за всю игру за 30 плюс раундов. не совсем. 10 брони за 25 раундов, где-то примерно так. Это еще хорошо. Это он у меня еще в Хускаре находился. Мне, короче, на 3-м раунде упал Хускар, потом на 5-м он был в 2 звезды, все это время в Хускаре находился этот стальной щит. Ну и вот как-то так. Не знаю, как по мне, этот предмет надо либо в первый тир окунуть, потому что ну, он не такой уж и имбовый. Брать вот, допустим, с первого Да, тира броню. Да, броню плюс 6 и этот туда засунуть. Либо сделать, чтобы он как-то чаще срабатывал. Что, допустим, или чтобы когда падает ниже 50% хп на своей доске, или чтобы всегда, а не был шанс получить. Чтобы он получалось всегда плюс 1 броня. Либо чтобы это на... Любимый скилловый антимаг, ну, сразу видно. Ну да. Ну, как по мне, вот именно тема надо как с людьми. То есть, вот ты, по сути, если на своей доске выигрываешь, то ты получаешь плюс 1 броню, либо же проигрываешь. Ну, чтобы какой-то гарант был, потому что ты так можешь просидеть овер много времени и по итогу Прости, получить. да, и тебе ни разу ничего не дадут. Кстати, еще один момент по поводу Такой двойного себе. режима. Во-первых, старый шанс выпадения на фигура. Это первый момент. Второй момент. Старое количество опыта на поднятие уровня. Тоже это важные такие моменты. И вот я все-таки склоняюсь к тому, что, скорее всего, разработчики ну, забили болт все-таки, как Не, они это опыт, любят. по-моему, когда вот последний раз глобально перерабатывали, по-моему, тут тоже его поменяли. А? Но вот сейчас, чтобы Может, 7 апнуть, надо 18 опыта. 18, а раньше надо было 16. И в соло-ранге сейчас тоже 18, по-моему. По-моему, 30 чем, или 20 чем-то, или 30. Ну, могу, конечно, ошибаться, но сейчас посмотрю с 7 на 8. На 8 там надо было очень много Да. опыта. Вот сейчас как раз и проверим. Но, по-моему, они забили болт на этот счет. Я что-то прям уверен. Может быть и так, в принципе, Так, ну что, ищем рапиру? естественно. О, у Кидай меня предмет. котл, кстати, есть. Из хорошего. Вот это хорошо.
Давай, находи рапиру с первого раза. Не камень Кира, подмечаю. Нужна рапира. Хорошо. Ставим вот так. А надо было, кстати, клевер оставлять. О, Мьёльнир. Мьёльнир не хочется скипать, он слишком сильный. Да. Очень сильный предмет. А чё клевер надо было оставлять? Что ты в пану хотел ее ставить? Да не, на рыцаре же он что же работает на шанс прока щита. Ну, кстати, если что, то рыцарей не особо пытайся собирать, потому что там есть демоны. А, ну там рыцари уже на первых местах собрались. Прикол. Да. Неприятно. Да, там, видимо, очки будут. Ну и, кстати, Придумаем, ладно, что-нибудь. тут же появился баг, как и в соло-режиме, как и тут. В общем, сейчас, когда ты Ну, смотришь, правда, допустим... был еще давно. Ну, да, в двойном режиме он давно, этот баг, но вот сейчас в соло-ранге такой же прикол появился. В общем, когда вы открываете, допустим, какую-то синергию, то вы можете увидеть заранее, какие будут, соответственно, легендарные фигуры, которые есть в закрытом пуле. Тоже такой прикол. Я же говорю, они, скорее всего, подзабили болт. Вот у меня прям Может чуйка. быть, вполне. А что там, у нас ДК сегодня будет? Видимо, нет. Надо Марка пригласить. С Марком было бы попроще. Надо, да. Достал бы его на 4-м раунде. Ну, кстати, если все будет плохо, то, в принципе, можно и через духов катнуть, потому что здесь есть дух пятерка. Можно, да, вполне. У нас сейчас по ХП все ок, у нас по деньгам все ок, по уровню все ок. У тебя уже 8-й, ты что там, обалдел? Ты где растишки нахавался? Я не понял, дядя, ты где так растишки нахавался? Кстати, винстрик сбил, Тоже хорош. потух. А, это тебе сбили. Это мне сбили. Ладно. Не все так хорошо, как хотелось бы. Так, есть собака, есть легионка. В принципе, можно будет 6 людей поставить. Легионка. Дум. Дай ко мне собаку и легионку. А мне Я шо? дальше делаю так, А у меня что- ничего. Я тебе и так делюсь. Мехов разобрать можешь разве что. Ну, либо убрать чернокнижников. Я уберу Да, чернокнижников. либо брать чернокнижников. Может получится. Не знаю, думаю, брать, не брать. Пригодится, не пригодится. Я думаю, может и пригодится. Может и пригодится. Но мне что-то кажется, что нужно духов собирать. Что-то прям такая чуйка у меня странная. Там 6 рыцарей, ведьмаки, через фул волшебников сильно. Кстати, я раунд выиграл. Хорошо. А где ДК? Не завезли. Там Дарксир в 2 звезды. Тоже неприятно, как будто бы. Да. Ну, кстати, я не пойму, через что играют вот эти вот ребята на Ведьмаках. Тут Хускар. А, еще, кстати, Там один будет момент в двойном такая режиме. Подмечу для зрителей, что если вы играете, допустим, в одиночку, то лучше не играть в двойной режим в одиночке. Это первый момент. Второй момент. До ранга Король 1 вам будут попадаться боты. Очень много ботов, поэтому По 2 пачки ботов будет стабильно. иногда И и по даже 3. Иногда и по 3, да. И вот сейчас вот даже на королях вот по одной пачке ботов стабильно попадается. Ну, кстати, я не заметил вот эти вот ребята, которые вылетели, это боты были. Вылетели, то боты были, да. Понимаю. С, Ну, хотя бы стабильно. пачки людей на том спасибо. А у тебя там друида нету? Нету. Зато яйцо есть. Да. Так, ну ты хочешь через рыцарей, судя по всему, да? Да кто его знает, может, там и одни, и вторые ведьмаков собрали, они еще и побеждают. Что рыцарей не буду собирать. Ну, я думаю, драконов и духов можно собрать, потому что, смотри, здесь же есть и тайт еще Что-нибудь сверху. такое, да. Так что, Тайцы, ну да, так что, вполне. так что, в принципе, я думаю, что надо собрать духов плюс ДК и драконы. Плюс духу можно подкинуть. Ну, короче, можно намутить. А, кстати, а что по драконам тут у нас? Джекира нету. Ну ладно. Нету, да. Можно было бы 3 мага еще поставить сверху. Сейчас у нас как-то ярко выраженного керри нету, это плохо. Ну, тупо нету никакого керри. Да. О, хочешь шапку? А, не Чтоб ушки не пришел. мерзли. Давай, пригодится.
На, я тебе лучше дам. Поехали в инсектоидов. Кстати, ребята, если кто-то захочет здесь реализовать инсектоидов, то сочувствую вам. Не знаю, тут очень трудно инсектоидов реализовать. И не убирается. Так, я, пожалуй, сделаю вот А так. чё там, друида нету? Не придумали. А ты чё такой огромный? Я не понял, как ты 10-й? А, ты из инкама вышел. Кама вышел, 10-й, да, взял. А я сижу, думаю, как ты так сделал? Кстати, ребята там играют через чистый урон, я им сочувствую, потому что от хила у них не будет по итогу-то. Да. Но пока что у них есть антимаг, антимаг решает все вопросы. Так сказать, дяденька решает. Ну, кстати, Кунка с предметами навалил истории. Да. Кунка, получается, MVP. А у тебя нет волшебника какого-то, кроме Рубика? Есть Гримтач, да, вместо собаки? Да. Так, у меня есть своя Лина. Что ты можешь мне предложить? Ничего, да? Усика могу предложить. Кусика. 6 троллей поставил. Ну ты дядя жесткий. Здесь 6 троллей и магов на сдачу. Там, кстати, древних они поставили. Ну, не проблема. Хотя там для рыцаря отхил будет все-таки неприятно. Там и от рыцаря, и от древних будет. А как я ему так пачку хп снес, я сейчас не понял. А, Кунка просто 7000 урона магического накидал. А я сижу, дупля не могу отбить. Как так? Ну, кстати, легионочка там что-то такая. Мутит движ. Ну нет. Сюда, Да. винт 3 давай. А, это не тот. А это не тот чел. Обида. Спектра пришел. Ну, короче, я духов буду пока собирать, раз идут мне духи. Да, я пока тоже буду. ДК все еще ни одного. Кстати, Понимаю. Кстати говоря. О, Тайт. Хорош. О, хорошо, да. Это дяденька. Не знаю, мехов уже разобрать, может магов поставить каких-то. Кстати, да, пригодится там откуда, конечно, много магического урона. И от корабля, и от молний. Приятно. Так, ну кунку я оставляю. Морских поставим, если что. Ну, если понадобится, конечно. Ай, Кунка блинком в антимага прилетел. Блинк в могилу. Ага. Ну, тут мартретка меня порвала, кстати. 100 хп, но еще живем. Лина втащила, молодец. Лина MVP. Ага. Свой антимаг. Как будто бы нет. Не, ну у тебя 6 Лина. троллей, в принципе, и можно поставить. О, на. О, не, ну это жир. Хорошо. Это жир. Первая двухзвездочная фигура на поле. Итак, ребят, сравниваем наши столы. Наш стол, соответственно, и стол противников. Ну, я считаю, что нормально. Нормально. Ну, в теории шансы есть. У них. Да и у нас тоже, в принципе. Не, ну у нас 100 хп, это радует. Надо, кстати, будет после Да. катки чекнуть ранги. Хорошо. Надо будет, посмотрим. Они, кстати, там ТБ кирят. Ой, не, ну какой Тайд красавчик, просто я обожаю. И Тайда, и Кунку. Столько контроля накидали. Ёп. Лучшие, просто лучшие. Ты реально надо, наверное, магов поставить. Можно, но рыцари нас все еще тащат, это неприятно. Но они и против магов тащить-то будут, поэтому тут духи 100%. Ну да. Ладно, медузу продам. Надо ли морских. бы они мне? Аж целых 2 пришло. Лучше тебе в ДК пришел бы. Но он не хочет. Кстати, К там сожалению. эльфов собирают. Не проблема. Не, ну вот, Меня кстати... больше интересует, О, почему там челик фу... О, да, умник. Почему он в волшебниках сидит? Зачем-то непонятно. это моя зачем. школа, понимаешь? Ага. Учится у лучших. Получается. Блин, еще чуть-чуть и возьму 11, если, конечно, доживем. Ой, Доживем, дух доживем. пятерка у тебя? Нет, к сожалению, нет. Ай-яй! ДК у меня. У меня тоже ДК есть. Ну давай ты собирай, короче, ДК. Хорошо. Омник.
Я дядю нашел. О, вместо легионки дай. Я себя Хорошо. собаку продаю. Ставлю так. Так, есть горный вождь, не надо. Что у нас тут еще? Еще один кунка. Ну, кунка у тебя есть опять горный вождь. Надо магического дракона все-таки найти, цемку продам. Что-то я туплю, скипаю. Инвокер есть, кстати. Как будто бы не надо. Кстати, тоже такой момент. В двойном режиме можно запутаться. И потеряться в своем столе. Что ты там собираешь, тому Много, подобное. да. Боже, какой он жесткий, этот Дарксир. Есть такое, да. Но меня чисто рыцари тащат. Но сейчас поставлю себе духов и будет нормально. Еще один инвокер. Так. А что, я на одну фигуру меньше сидел? Я что, больной? Это же единственный только... А, не один стакнулся. Ну, значит, да. Прикинь, походу я сидел на одну меньше фигуру. Ладно. Короче, поставлю пока 6 магов. Думаю, это понадежнее будет. Еще и Варлока кто-то нашел. Ну, кстати, они будут собирать рыцари плюс чистый урон. Не проблема. Ай, Духи не идут, Башер! они идут. О, ДК. Ты собрал Нанел. его? Да, сейчас яйцо мапну. Хорошо. Отлично. Вместо Лины, Нанел. пожалуйста. Даю. Красивенького. Да, так, хан пришел. Кстати, можно будет поставить, если что, горн, если прям трудно-трудно будет. Можно будет, да. Так, ну ДК это уже Тоже сильно. хорошо. Так, я его поставлю рядом с помником. У меня есть один дракон. Но только есть проблема. У меня магов нету. Так, ну я вот так вот сделаю. Поставлю драконов все-таки. У тебя драконов там случаем не стоит? Случаем не стоит. Плохо. Третьего не хватает, но сейчас плю, возможно. Если втащу. Да, втащил. Ну, как тот Возьму, Дарксир поставлю. живет. Да, живет. Ну, Там рыцари, жубик надо больше. рыцари Ладно. тащат сильно. Да, сильно урон режет. Но я вытащил. Хорошо, 11 взял. Прекрасно. Хорошо. Ну, кстати, ведьмаков мы выносим, это отлично. Вертолетик. Вообще прекрасно. Так, 2 инвокера это хрень. Как быть дальше? Ладно, возьмем так. У меня есть 2 чернокнижника и 3 рыцаря. Что лишнее? Дубликатов нигде никаких нет. Тогда 2 инвокера пока поставлю. Ладно. 2 инвокера или лучше 1 разор в 2 звезды? Как будто бы один разор 2 звезды лучше. Окей. Там, смотри, скорость атаки замедлит им. Ну да. Кстати, Рубика надо купить вместо Гримтача. Ой, не, ну инвокер, конечно, MVP. Чел чисто закинул только что обезоруж на все табло. Красота. Да, и мне что-то инвокер тут нравится. Инвокер молодец. Ты там не умирай, пожалуйста. А я думаю, что не так? Ну-ка, понял. Ты ничего не видел. Да. Спасибо. Спасибо. Тоже такой момент этот, что потеряться можно. Ой, еще один омник. А вместо кого мне ж тебя запихнуть? Ладно, Так, а где дух пятерка? Я не понял. Мне что вообще духи не идут. Пришли 2 энигмы и дух огня, и все. Больше у меня- никого. У меня с духами все ок, но размер стола не позволяет. Так, ну я сейчас 12 япаю. Все, и можно людей распродать. Только кунку не продавай пока. А кунку хорошо не буду. Так, что тут у меня? У Продать меня есть двойные себя, клыки, я без руж. себя. А безоруж можно взять. Я тоже Вполне думаю, себе. приятно будет. Так, дух огня. Темпларка, но темпларку не хочу Дракончик. собирать. Дракончик вместо вот так, наверное.
Так, кульку не трогаю. Мне надо чуть-чуть, и потом его тоже можешь убирать. Расстановка, конечно, у меня странная максимально. Ты там предметы, предметы! А, ой. Завтыкал. Давай предмет 5-го тира найдем. Хотя Щас буссы... найдем, да. Ну, буссы нам не нужны, по сути. Бессмертие, Блин, агоним. агоним. Ну, и то сильно. Ну, не знаю, мне кажется... Лучше взять этот... блин, как... Все уже. Все, рот завалил. Вообще нет... Ну, типа... Нашли щит. Щит 5-го тира ни разу не имба. Инвокеров 2 звезды. Приятно. О, дух, неужели? Наконец-то наныл. Ага, Мне инвокер идет просто невменяемо. сильно. Я совершенно забыл, что нужно драконов покупать, прикинь. Так, а мне бы, наверное, вместо умника... Что бы я у тебя взял вместо умника? Ничего не дам, я жадный. Дух огня я у тебя вместо умника заберу. Ну, окей. Но я, наверное, его скоро в 2 звезды соберу, он мне хорошо идет. Он у тебя уже 2 звезды, если что. Омник? Не, дух огня, я про этого. У меня омник. Кстати, надо Дум собрать. Что-то эта Они тварь там этого жирная. нашли, Дарксиров 3 звезды. Ну да. Неприятненько. Ну, в принципе... О, Надо троллей, щит наверное, Ведьмака. доставлять все-таки. Троллей и ведьмаков ставить. Без отхила будем, но... Так, Да. Так, рыцари. Кунка тебе уже ж не нужен, наверное. Нет, уже все. Я что хотел, Докинуть тебе, нашел. тебе докинуть. Кого докинуть? Да. Не, кого докинуть, я не услышал. Ну, я вот думаю, кого докинуть. Тебе. Вот это я тоже пока не знаю. На, вот так. О, Дум. Забагалась. Вот то, о чем я Лишним не говорил. будет. Прикинь, у меня Кунка забагался, я не могу ничего сделать с ним. Отцепись, Кунг! Все, пропал. Или нет? Ну, кстати, тут... Что-то я вообще Дум, аннигилировал так, его. А, у него просто 4 чернокнижника. О, дух 5. Рыцарь через Киры. Главное вовремя. Ну, кстати... понял. Все. Я только подумал о том, что тут же 6 духов отлично вообще зайдут. Да. Вообще уже прекрасно всё. зайдут. А ну-ка, сейчас посмотрим, что у них там. Рандом. Ладья 9 у одного, а у второго... Обновись. И вот, Кстати, знаешь, почему Второго- ведьмаки тащили? Почему? Потому что рапира. Ладья 7. Но почему-то рапиру они отдали в спектру, а не в ТБ того же самого. Гениально. Да. Ну, кстати, последние А боты, ладно. судя по всему. Да. Ну вот, как-то так, короче. Вот, ребят, был у нас двойной режим. Напишите в комментариях, как он вам. Ну и, соответственно, мы будем поднимать дальше свой ранг. Будем еще его записывать, это двойной режим. И посмотрим, что будет дальше, потому что у нас были такие игры, которые максимально потные. Против топ-1 мира даже играли по двойному режиму. И все все 6 человек это были люди. И было довольно-таки жестко и неприятно. Но тут как-то катка вообще сумбурно, непонятно, что собирать получилось. Но по итогу все равно интересно и весело получилось. Мне понравилась катка. Что скажешь, чтоб мне? Мне тоже понравилось. Хорошо было. Хорошо, Напоследок что-то красиво и скажешь? достаточно легко. Что? Играйте в кайф. Играйте в По кайф. стандарту. Играйте в кайф. Средний винрейт 4-0. Уже. Но у меня пока Уже 3-3, я догоняю. 4-2. Сейчас. 4-2 это сильно. Но у меня, по-моему, сейчас скажу, у меня Но зато контент. 3-3. Так, ну ладно. Неплохо.
Напишите, что думаете по поводу этого двойного режима, соответственно, в комментариях. Не забудьте поддержать своим лайком этот ролик, чтобы он продвинулся в тренде рекомендации. Если вы на меня не подписаны еще, подписывайтесь. А также у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи. Топ не один, спасибо тебе за катки и пока-пока. Пока-пока.